А сегодня, друзья мои, приглашаю вас в гости к моей маме, в приют, где она живет сейчас. Это будет не просто рум-тур, а настоящий взгляд изнутри. Вы увидите все как есть, без прикрас. Мы покажем комнаты, кухню, прачечную, как здесь все устроено, также душ, туалет, и также туалет для инвалидов и душ для инвалидов. И мама расскажет, как здесь поддерживают жильцов и помогают начать новую жизнь. И в самом конце я обязательно расскажу, сколько же все это стоит для самих жильцов. Так что оставайтесь до конца, друзья мои, будет интересно. Вот я вышла на этаже, где живет моя мама, и покажу вам все внутри. А снаружи, как это выглядит, я покажу чуть позже в этом же видео. Оставайтесь со мной. Вот мы находимся в комнате моей мамы. Здравствуйте. Вот так я вам сейчас покажу общий план комнаты, а мама потом уже расскажет подробнее, как она здесь живет. Вот во дворе соседки пьют чай, кофе на лавочке, как раз привезли почту. В Германии, я вам уже показывала, почту привозят на таких вот велосипедах, если вам видно. За деревом, конечно, ничего не видно. Вот принесли почту. Вот такой вид из окна моей мамы. Напротив какое-то здание офисное. Вот там тоже лавочки, велосипеды жильцов. Детские, взрослые. И это главный вход. Я хочу познакомить вас с своей комнатой, в которой я живу. На почти 2 года это мое жилище, это мое пристанище, которое я обустраивала как могла, из того, что у меня было. Здесь малая площадь, небольшая площадь, тем более я живу с соседкой. И поэтому я размещала свои вещи компактно, в такие места, где можно и достать мне с моими ногами, и то есть подручные мы, чтобы были. Вот я сейчас покажу, где что размещается. Ну, во-первых, у меня даже под кроватью есть вещи, которые нужно было убрать. Я пользуюсь ими не очень часто, и они мне нужны, иногда нужны, но другого места у меня нет. У меня только 2 шкафчика, я покажу попозже, что у меня там размещается. Стол, стул, холодильник. Сначала я расскажу о своей кровати. Во-первых, когда я приехала сюда, мне дали сразу матрас, постельное белье, подушку. Очень удобный матрас, удобный, мягкий, хороший. Хорошая сетка на кровати. Это такие вот. Ладно. И сразу вы увидели под кроватью, что у меня там находится. Еще окно у меня есть тоже. Площадка, на которой я могу разместить зеркало. Вот эти для мелких вещей коробочки, ключи, тонометр. Тоже косметичка. Всякая мелочь, которая нужна под рукой. И вот я там ее размещаю. Вот у меня еще здесь есть весы напольные. Это когда я занималась понижением веса, мне были они очень нужны. Я каждый день измеряла свой вес и видела, куда, как у меня все движется. Слава Богу, я потом расскажу вам. И еще будут видео, как я худела, покажу продукты, которые я готовила, как я научилась в микроволновке готовить быстрые продукты. В общем, покажу вам все. У меня есть еще помощница, это мультиварка, мне дочка купила. Эта мультиварка, я могу выходить в кухню, но иногда мне могу в комнате приготовить, тушить овощи, поджарить хлебцы, хлеб там поджарить, или еще что-то, выпечь даже могу, что-то, что мне хочется. У меня есть чайник, у меня есть термос, в котором я иногда завариваю чай. В общем, все необходимое. И вот настольные часы, весы.
которые тоже нужны мне для взвешивания продуктов, которые я употребляю, чтобы посчитать калорийность и в правильном питании. Некоторые вещи тоже под столом у меня находятся, там посуда, кастрюли. У меня здесь и кастрюли, и сковородки есть, но я пользуюсь не так часто. Сначала, когда я только приехала сюда, я не могла сама готовить на кухне. Приезжала моя дочка, она готовила, потом формировала в лоточки, в баночки, все это разливала, рассыпала и ставили в холодильник. Но потом, когда у меня здоровье получше, я научилась сама готовить. Самое необходимое. И сейчас дочка приезжает раз в 2 недели, привозит продукты. И в общем, все как-то обхожусь я уже сама. У меня еще есть помощники. Вот этот тазик, это японский тазик, который дочка мне купила, чтобы я могла возить посуду, мыть в кухню. Он складывается так и так. Вот я его ставлю на свой роллятор. За день собирается посуда, и на утро я еду или посуду мыть, или продукты помыть в кухне, почистить морковку, там, салат помыть. Ну, в общем, что мне нужно. Очень удобная вещь, очень удобная, потому что на эту площадку я могу только поставить 2 тарелки и все. Еще у меня, сейчас я вам покажу холодильник. В холодильнике продукты, которые покупает мне дочка, они почти однообразные, но я вот йогурт, намазка, вот такая, вот сыр твердый, творог, это томатная паста, томат, ну и здесь тоже это блюдо, которое я приготовила, поставила сюда, это картошка запеченная, вот лаваш, вот там овощи, в общем, здесь в морозилке ягоды замороженные, зелень замороженная и мясо замороженное. Это когда дочка не может приехать сразу, ну, бывают какие-то случаи, что она не может приехать вовремя. У меня есть запас. Есть консерва, тунец в банках, есть фасоль в банках, есть хлебцы. Хлеб я режу, подсушиваю, просто на столе, на тарелке подсушиваю, не засыхает, а подсушиваю. И потом его в кулек могу заморозить, могу так положить. Ну, в общем, у меня на экстренные случаи есть всегда что покушать. Так, вот я еще на столе не все показала. На столе у меня есть еще вот сахарозаменитель. Я перешла от такого сахара к сахарозаменителю. Вот такие дочка мне приводит, это в таблетках. Есть у меня еще витамины. Витамины, вот такие, она покупает мне мультивитамины. Иногда периодически я пропиваю их. Разные здесь. Ну, в моем возрасте уже чего-то не хватает, что нужно какие-то принимать какие-то витамины или продукты или что такое. Вот у меня такая есть таблеточница. Я здесь раскладываю свои лекарства. Здесь 2 секции на утро и на вечер и на 7 дней. Чтобы не забыть, чтобы посчитать. Вот чай, который я пью. Это черный, это зеленый, это травяной. И еще есть кофе. Сейчас я вам покажу свои шкафчики с продуктами. Это инвалидное кресло. Когда не дали инвалидность, мне в Германии дали инвалидность. После того, как в видео дочки вы видели, когда скорая меня отправила в институт сердца, то есть забрала скорая, и меня повезли в институт сердца. Мне сделали полный осмотр, полный анализ всего. Тогда мне сказали доктора, что мне нужно похудеть. Я при росте 1,60 м весила 90 килограмм. Ну, это было после инсульта, мало двигала. Ну, я вообще-то была склонна к полноте. Ну, а потом корона, а потом дом престарелых, где было очень калорийное питание. И я занялась по системе обложка,
которую посоветовала мне дочка, и она помогала мне все это пройти. И за полгода я сбросила почти 30 килограмм. Сейчас я питаюсь тоже умеренно, размеренно, считаю калории, потому что легко можно набрать еще килограмм несколько, или даже не несколько, десятки килограмм. Кресло это мне дали здесь в Германии, направление или как рецепт написал доктор, но мне бесплатно дали, только 10 евро заплатили за доставку. Подобрали по моему весу, по моему росту, и я пользуюсь этим инвалидным креслом, вернее, дочка меня возит. Это когда нужно в больницу съездить или на прогулку мы ездим. Вы видели в видео, что мы на прогулку ездим. Ну, на долгие, на большие расстояния, если. Я еще не полностью сказала о инвалидности. Инвалидность, которую мне дали, она имеет много льгот. Во-первых, мне доплачивают за эту инвалидность. Потом... Сколько доплачивают за инвалидность? 70 евро доплачивают мне. 70 евро в месяц плюс к твоему пособию. Да, да. Потом инвалидность дает мне право проезда в любом виде транспорта, кроме такси, бесплатно. Плюс еще человек, который меня сопровождает. Тоже бесплатно. Бесплатно тоже. Не можно бесплатно посещать выставки, музеи, зоопарк, ну, еще там какие-то тут, ну, такие вот, там указано все, я еще не помню, что там еще можно посещать, но достаточно этого. Даже То есть вот это кресло инвалидное тебе дали бесплатно? Да, это бесплатно, только 10 евро за доставку. Под твой вес, под твой размер индивидуально подобрано. А роллятор? Роллятор мне дали еще, когда я в доме престарелых была. Я тогда вообще не могла ходить самостоятельно. Я приехала с Украины вот с такими ходунками. Это механические ходунки, которые переставляются. Они не на колесиках, они вот такие. Ну, и мне дали вот такой роллятор. Он удобный. Здесь я движусь свободно, хожу. Ну, сейчас мне намного легче и с ногой, и у меня координация движений не так нарушена, но я не рискую. Особенно по комнате я могу держать за стол, пройтись и без роллятора. Но в коридор, когда я выхожу, мне нужен обязательно роллятор. Мне тоже бесплатно его дали, и я пользуюсь. Но здесь много таких привилегий. Что я могу еще сказать? Кроме этого, по страховке медицинской, по АК мне дают со скидкой таблетки, потому что мне каждый месяц дочка уже звонит туда, в больницу, и ей прямо на карточку скидывают рецепт. Не мне на карточку, на твою страховую. На АОК, на мою АОК. Страховку, да, медицинскую. Сразу приходит рецепт, и с этой медицинской картой страховой я могу прийти в аптеку и взять там за символическую сумму твои лекарства, потому что они очень дорогостоящие, но все покрывает медицинская страховка. Да, вот это еще такая есть привилегия в Германии, что можно получить это бесплатно. Я просто знаю, ну как бывает, когда у человека нужно лечение и нет средств. Я просто это знаю. Так, ну это я рассказала про холодильник. Вот у меня чашки стоят вот здесь. У меня есть чашки на все случаи жизни. В этой чашке я завариваю овсянку. Утром утреннюю овсянку я не завариваю, а заливаю кипятком. Запариваю. Вот эти. Я беру 15 грамм овсянки, добавляю сюда отруби, добавляю семя льна и заливаю кипятком. И ставлю, укутывая, тут под подушку ставлю, укутываю и ставлю. Ладно, у меня есть еще одна чашка. Сейчас я вам про посуду. Я шаг туда, шаг назад. Вот такая чашка, в которой я готовлю омлет. Омлет не с молоком, нет, а с творогом. 50 грамм творога и одно яйцо. Ну, тогда добавляю я специи, зелень какую-то, что-то там, могу грибы добавить, сладкий перец, ну, что мне есть и что мне хочется.
и размешиваю и ставлю в микроволновку на 3 минуты. Это получается воздушный омлет и всего-навсего 115 килокалорий в нем. И завтракаю. Еще я делаю салат с морковки, яблок и йогурта. Так, хорошо. Ну, это кофе. Я тоже утром пью кофе. Даже при моем давлении мне можно выпить чашечку не очень крепкого кофе. Ну, вот есть такие вот... У меня есть приправы. Очень хорошая приправа. Это травы ароматные, хорошие, мелко порезанные. И солью там тут. Они добавляются, называется овощной бульон. В этой закончилось уже. У меня там было... Вот я вижу, у тебя семена льна есть, отруби. Да, это, хлопья. вот это она тут. Вот сушеные тоже приправы, травы, да. зеленый лук сушеный, Да, чеснок сухой. И вот это такая пасту контейнеры, вот куда я кладу. Термос тоже. Да, вот там яблоки у меня, называется закрома родины. Да. Ну, все, что нужно у меня есть. Вот это протеин. Дочка сегодня привезла целую пачку. Да, вот. хочу, кстати, показать, вам посоветовать. Это мой любимый. Называется ванильное мороженое. Очень хороший и хорошее качество. А вот этот протеин, это со вкусом печенья Да. шоколадного. А там просто ванильный. Просто ванильный, да. Это просто к слову я хотела, вдруг кому-то Да. интересно. Я обязательно добавляю в салаты, добавляю в пищу, добавляю протеин. Салаты Там ты имеешь в виду фруктовые? фруктовые, да, фруктовые. Они дают... Он без сахара, но он имеет сладкий вкус. Да. Это, Вот это вдруг кому-то интересно, Да. поэтому я уточнила. Да. Извините, я тороплюсь. Но я еще буду разговаривать про питание, буду разговаривать. Еще один шкафчик, вот. Это для одежды. Вот у меня здесь такое насобиралось за эти 3 года, которые я в Германии. Здесь вещи, и курточки, и брюки, и белье. И тут там лежат документы, вот, которые приходят из банка. Письма, которые приходят мне тут. Здесь лекарства, вот. А там внизу зубная щетка, ну, в общем, принадлежности, паста зубная, ну, такое все, мелочь, которая там лежит. Вот такой шкафчик, он маленький, но компактный, там помещаются все вещи. Вот еще есть порошки для прачечной, мы пойдем, я покажу, где у нас прачечная. Вот моющие для посуды, а это средства гигиены, шампуни, гели для душа, кремы, духи, дезодоранты. Вот тоже такие. А вот это у меня, вот здесь есть у нас душ для инвалидов, я вам покажу, где он. Это такая, как стоп-сигнал. Вот если я повешу... Табличка, я сейчас просто скажу пару слов. Табличка, которую повесить можно на дверь, что занято. Вот, Или свободно, да. Вот когда я в душе... У каждого есть такая табличка. Мне принес ее сам шеф. Сказал, у вас есть ключ от душа? Я говорю, да, у меня есть ключ от душа. А он говорит, это табличка, чтобы вас никто не стучал, не требовал выходить и так далее. Вот крючки, которые можно использовать для курточек, для верхней одежды. Вот халат банный. Так, это, кажется, все. Еще у меня вот на двери, видите табличку? Это на случай пожарной сигнализации. Это раньше, когда я не знала, что нужно брать с собой, я написала, что там нужно это взять... чек-лист. Да, документы взять, телефон взять, деньги взять. И там еще что-то написано. А, еще теплая одежда там была, это было еще зимой, я написала, чтобы не замерзнуть, когда ждать все это. Вот, кстати, я была здесь пару дней назад, и как раз случилась эта пожарная сигнализация. Я вставлю сейчас сюда эти видео, я вам покажу, как это бывает. Приезжают пожарные машины, всех людей эвакуируют. И в коридоре сейчас я вам покажу тоже специальное приспособление для эвакуации людей, потому что лифты в этот момент блокируются, и люди, которые не могут самостоятельно спуститься по ступенькам, их спускают, эвакуируют с помощью специальных приспособлений. Я вам покажу в коридоре это. Да.
Ну вот, короткая экскурсия по моей комнате. Я не знаю, может, я что-то забыла, не сказала, может, невнятно что-то сказала. Ну, извините. Я довольна своим жильем. У меня большие окна, светлые окна. Здесь рядом зелени полным-полно. Открываю окна, проветриваю. И даже зимой на проветривание ставлю. Соседка не обижается. Да, это вот просто, к слову, шкаф, холодильник, стол, кровать соседки. И здесь живет 2 человека. Вот такая большая батарея отопительная. Да, тепло зимой, очень тепло. Сейчас я поставлю кресло на место. Вернее, не на место, а в сторонку. И расскажу еще. В свободное время я вообще-то человек-одиночка. Я люблю одиночество, но есть люди, с которыми я общаюсь. Это украинцы, это не только украинцы. Я знаю немецкий только десяток слов, которые нужны в обиходе. Доброе утро, гутен морген, потом данке, спасибо, потом биттер, простите, и еще что-то, или пожалуйста, я не знаю точно как, извините там, в общем, короче говоря, потому что люди здесь в основном, основной язык это немецкий, еще английский, кто знает, могут и на английском общаться, потому что люди с разных континентов, с разных стран, они... У них нет общего языка. Немецкий объединяет. Дети здесь очень быстро учат. И то смотрю, вот гуляют дети разных национальностей. И общий язык у них немецкий. Ну, мы, бывает, со взрослыми, которые тоже, может, не знают немецкий или знают, а я не знаю, мы можем жестами разговаривать, улыбаться. Вы знаете, что поражает? Это улыбка. Идет по коридору человек, незнакомый абсолютно. И вот ты здороваешься, если утро гутен морген или hello, и, понимаете, и улыбается человек, и ты улыбаешься. Знаете, была песенка у нас «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Это точно работает. Здесь работает. Ну, есть... люди, с которыми я контачу более близко. Здесь есть семья, мама, дочка, зять, внук. И вот у нас бывает очень редко, но бывает небольшое чаепитие. Мы там собираемся просто чай попить и обсудить какие-то дела. Мы живем в одной секции, вот эта синяя секция, потом я покажу, как поделен этот этаж, на какие отделения, на какие зоны. И вот с ней я общаюсь. С другими я тоже общаюсь, и русскоязычными, и украинцами, и все. Но просто как земляками. Вот мы встретились, поздоровались и пошли. Когда я сама, у меня есть, дочка купила мне планшет, чтобы я могла смотреть фильмы на планшете. Потом еще вот это приспособление. Это можно на телефон открыть. Вот я сейчас покажу. Хорошо. Все. Вот так это работает приспособление. Сюда ставится телефон, и через такой экран он становится большим. И это подарок вообще для моей мамы. Да. Это подарили подарок для моей мамы. Спасибо за такой подарок. Я, конечно, поставлю на тут и буду смотреть. Вот фильмы бывают на телефоне, мелкие очень, я не могу их смотреть. Поэтому я буду пользоваться это этим. Вот такой большой экран. Да. Так, сейчас возьмем ключи, пошли в коридор. У меня есть ключ от комнаты, ключ от лифта и ключ от душа. Прачечная у меня ключа нет. Там открывается, она в 8 утра приходят из бюро, или хаус-мастер приходит, открывает. Так, давай я выключу. Так. Свет в коридоре включается автоматически, Да, когда вот, кто-то стоит так вот. Вот у нас там зеленая зона. Вот зеленая зона. Здесь мы живем на синей зоне. Вот синяя зона.
А там дальше, вот по коридору, там оранжевое начинается. В конце Что коридора. такое, что означает зона? Что Ну, я не знаю этих зоны, они просто, вот видите, я сейчас вам покажу. Номер, например, номер моей комнаты. Первая цифра – это номер зоны. Вторая цифра – это номер этажа. И две последние – это номер комнаты. Так что, я не знаю, вот пошли теперь в прачечную. Я просто сделаю обзор прачечной. Так, здесь 5 стиральных машин, вот 5 сушек. Вот. Приходишь сюда, я стираю в среду после обеда, или к вечеру ближе, или стираю в четверг с утра. Так мне тяжело стоять и ждать там очередь. Я выхожу с роллятором, ставлю сюда сумку с вещами, прихожу, сажусь и минут 15 подожду, пока откроется. Потом прихожу, занимаю первую машинку и стираю. Постирала, потом ставлю в сушку, отправляю, сушу и все. Это где-то занимает 2 часа. вот как раз вывозят мусор, большие контейнеры, приехала мусорная машина, и сейчас как раз вывозят мусор. И делают уборку территории. Вот это вот территория, которая относится к этому общежитию. Алло. Здесь баскетбольная площадка, там теннисные столы есть, беседки, места для парковки велосипедов. В общем, тень, зелень, есть где детям в футбол поиграть, где отдохнуть, посидеть на лавочках. Вот сейчас я вам покажу, куда выбрасывать мусор. Здесь мусорные баки находятся. В основном это остаточный мусор и бумага. Вот в синих баках мусорных это бумага. В черных это остаточный мусор. То есть, в принципе, все остальное. Беженцы так не делят мусор. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот дом снаружи и внутренний двор. А потом мы вернемся снова к моей маме, и она продолжит свой рассказ, и мы продолжим обзор этого приюта изнутри. Вот так выглядит внутренний двор, и вот так выглядит это здание снаружи. Это огромное здание, это бывшее офисное здание какого-то предприятия. То есть вы можете представить, какое огромное количество людей со всего мира живет в этом приюте, конкретно в этом приюте. Вот такой ухоженный внутренний дворик. Здесь множество лавочек, множество уютных мест, где люди собираются, гуляют с детьми, отдыхают. Но сейчас, как видите, здесь почти никого нет. Много велосипедов, и дети катаются на велосипедах, гуляют с мамами. Вот так выглядит внутренний дворик. И если вы досмотрите это видео до конца, то я скажу вам, сколько стоит проживание в этом доме для самих жильцов. А также я вам дам ссылки на другие свои видео, также обзор дом престарелых, где раньше жила моя мама. В общем, у меня на канале много интересного. Подписывайтесь и оставайтесь со мной.
Пойдемте, я покажу вам дальше. Покажу сейчас вам... стоп, мы еще прошли. Ну, вот там мы мужской туалет прошли. Я вам покажу женский туалет. Тоже свет включается автоматически, когда человек заходит сюда. Здесь 2 кабинки, 2 раковины для рук, помыть руки здесь, и зеркала есть. Здесь 1-я кабинка унитаз, 2-я кабинка это мусульманский. Женщины, которые... Так, вот такой туалет. Я здесь могу тоже заходить, здесь. Так, сейчас вот покажем лифт. Давай покажем сейчас то, что мы обещали, вот эти приспособления Давай, для эвакуации людей, которые не могут самостоятельно спуститься по ступенькам. Там и написано эвакуатор. Да. Вот. Здесь правила проживания в этом общежитии. Покажи на лифте вот во время пожара, смотри, как вот. Да, во время пожарной сигнализации лифт блокируется, использовать его нельзя. Так, вот Здесь у меня 2 лифта. Ну, один почему-то сейчас не работает. Так, но один это не работает, но нужно иногда технической какой-то там. Иногда бывает. Так, вот я покажу, у меня ключ, как я открываю. Вот. И назад. И сейчас будет двигаться. Доброе утро, Данюш. Вот, пожалуйста, лифт. Открывается, человек заходит и едет, куда ему нужно. Так, да, пойдемте. Пойдемте теперь к душу. Это мужской душ для инвалидов. Это женский. Ну, можно его, он защелкнутый. Так. Вот здесь стул, на котором можно сесть, если сидя принимаю душ. Вот там, но там нет этого самого рассекателя, вот этого нет. Регулируется температура воды. Вот горячая, холодная, теплее, холоднее, да. И вот туалет тоже для инвалидов. Здесь вот есть вот такая, если человеку тяжело. Так, здесь по коридору есть вот душ для мужчин не инвалидов. Еще. На этом этаже еще есть вот мужской туалет и дальше женский туалет. Это не для инвалидов. 2 женских душа, 2 мужских душа, 2 туалета женских, 2 мужских туалета и для инвалидов туалет и душ. Да. Вот это кухня, да. Мы хотели вам показать кухню, как там обустроено все, как она функционирует. Ну, подошли, посмотрели, там были люди, которые готовили. Нам было неудобно снимать их, помешать им, поэтому мы вернулись назад и подождали. Ждали. Я уже даже переоделась. А как раз обед, люди многие готовят, поэтому кухню мы покажем вам в другой раз. Когда мы сделаем, приедет ко мне дочка, мы сделаем видео, как мы готовим что-то там здесь, и покажем вам кухню. Еще я хочу вас попросить, пишите комментарии, задавайте вопросы, что вас интересует. Может, я что-то забыла сказать, может, вам что-то было непонятно. Я с радостью буду отвечать и буду рада нашему знакомству. Приходите на канал моей дочери в Ютубе, смотрите и будем общаться. Пока все. До свидания, до новых встреч. Друзья мои, и самое главное, то, что я вам обещала сказать, сколько это стоит для жильцов этого приюта. Для жильцов этого приюта это не стоит ничего. То есть люди, которые проживают здесь, они ничего на самом деле не платят. Все оплачивает город из средств бюджета.
поэтому люди приезжают со всего мира, они обеспечены всем необходимым, за что огромная благодарность Германии. Где вы видели еще такое, в каких странах? На этом, мои друзья, на сегодня все. Я буду рада снова видеть вас в своих видео. Я рада каждому из вас. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, о чем вы хотели бы еще увидеть на моем канале. А пока берегите себя и своих близких. Пока-пока.